не знаете, как приготовить брокколи? Вот вам рецепт от Франко. Посмотрите, какое чудесное брокколи. Для начала мы разделим брокколи на кусочки. Вот так вот, посмотрите, очень легко. Затем каждую ветку брокколи мы тоже очистим. Если вам кажется, что кусочек большой, вы можете разделить пополам. Вот, смотрите, как легко делится. И кладем в посуду. И точно так же вот эти вот все веточки брокколи мы очистим. Но это вроде бы нормально, не надо его напополам разрезать. Знаете ли вы, что брокколи родом с юга Италии, а Франко родом с Сицилии? И он привык кушать брокколи каждый день. Да, сицилийцы кушают брокколи каждый день. Может быть, в этом секрет их долголетия. Брокколи очищены и нарезаны. Теперь будем их отваривать. Кипящую воду посолим. И опускаем брокколи в эту кипящую воду. Вода уже вместе с брокколи повторно закипит, и тогда засекаем время. Я люблю, чтобы она была не переварена, чтобы была немножечко хрустящая. Поэтому я через 2-3 минуты обычно достаю брокколи. Но если вам нравится помягче, то можете продержать до 5 минут. Итак, ждем, когда она закипит повторно, эта вода, и засекаем время. Крышку накрываем, так она быстрее закипит. Посмотрите, вода повторно закипела. Когда вода повторно закипит, убавьте огонь на средний, пожалуйста. Теперь я засекаю 2 минуты, максимум 3, и достаю. Знаете ли вы, что брокколи очень и очень полезно? Здесь столько витаминов, столько всяких полезных веществ. И если правильно приготовить, это очень вкусно. И вот эту воду тоже не выливайте. Франко всегда отваривает рис в этой воде. И рис получается, знаете, намного вкуснее, чем обычно. Нам понадобится несколько зубчиков чеснока. Вот на эту порцию я возьму вот такие 4 зубчика. Очистим их. В сковородке разогреваем оливковое масло. Любое растительное масло подойдет. На Сицилии они используют оливковое масло, так как у них нет других масел. Я пробовала приготовить и на подсолнечном, и получается не хуже. Итак, эти 4 зубчика чеснока я продавливаю. Чеснок можете добавить больше или меньше, в зависимости от вашего предпочтения, насколько чесночный вкус вам нравится. Буквально 1 минутку ждем, когда чеснок начнет уже поджариваться. Чеснок очень легко подгорает, поэтому не отходите, пожалуйста, от сковородки. Вы видите, чеснок начал поджариваться. И сразу же добавляем красный острый перец. Конечно, перец тоже по вкусу. Я очень люблю острые блюда. Франко не любит острое, но с брокколи он всегда с удовольствием кушает. То есть вот это блюдо должно быть вот такое вот острое. Перемешали и тут же добавляем вот такие черные оливки. Кстати, можно добавить и зеленые оливки, если у вас нету черных. В оригинальном рецепте, как они готовят на Сицилии, они добавляют черные оливки с косточками. Тоже добавляйте по вашему вкусу, сколько вы хотите. Может быть, еще я добавлю, потому что я люблю и острое, и оливки я очень люблю. И теперь ждем пару минут, чтобы они слегка начали обжариваться. Готовим на среднем огне. Как вы видите, они вместе начали обжариваться. И теперь самое время добавить брокколи. Перемешайте это все. Как же это вкусно! Если вы никогда не пробовали или если вы не любите брокколи, попробуйте вот этот рецепт. Я вам гарантирую, что брокколи станет вашим любимым овощем. Тем более, что брокколи очень и очень полезно. Несколько минут вместе прожарьте, чтобы, так сказать, вот эти все ингредиенты соединились друг с другом и образовали
единый вкус. И под конец, когда уже почти готово, добавьте соль. К этому блюду подходит крупная морская соль. Но обычная соль тоже подойдет, конечно же. Так, добавляем и выключаем. И наше брокколи по-сицилийски готово. Приготовьте брокколи по-сицилийски для вашей половинки, и вы увидите результат. Я гарантирую. Готовьте и наслаждайтесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо вам за просмотры. Приятного аппетита!